Главные новости этого дня. Сегодня утром в столице Татарстана, в Казани, был арестован старший брат певицы Алсу, известный бизнесмен Руслан Сафин, который задолжал одному из банков более 500 миллионов рублей. Еще полгода назад брат певицы Алсу взял крупные денежные средства у одного из казанских банков для открытия собственного бизнеса. Однако бизнес открыть не удалось, а денежные средства были истрачены. Сегодня утром ушел из жизни известный актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Валерий Дюмин. Валерию Николаевичу было 83 года. Валерий Дюмин играл на большой сцене более 60 лет. Самые известные его театральные работы – это «Веселая вдова», «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Пиковая дама» и многие другие. У известного общественного деятеля и российской балерины Анастасии Волочковой была конфискована самая большая квартира, которая на данный момент существует на территории Российской Федерации. Речь идет о двухъярусной 20-комнатной квартире на улице Тверской. Общая площадь квартиры Анастасии Волочковой составляет 3500 квадратных метров. Квартира известной балерины состоит из 5 спален, 7 ванных, небольшого кинотеатра и бассейна, спортивного зала и других роскошных помещений. Причина ареста квартиры – длительная неуплата налогов. Сотрудники комитета Никиты Михалкова, известные артисты Константин Хабенский и Андрей Мерзликин прибыли в столицу Башкортостана, город Уфа, для проведения антикоррупционной проверки. Помимо проверки работы администрации города, известные артисты примут участие в открытии новой детской больницы, а также окажут адресную финансовую помощь учителям средних и младших классов общеобразовательных учреждений столицы Башкортостана. После окончания проверки, которая займет 7 дней, Константин Хабенский и Андрей Мерзликин направятся в столицу Удмуртии, город Саранск. Следственный комитет Российской Федерации во главе с товарищем Бастрыкиным арестовал личного повара Филиппа Киркорова, который обвиняется в распространении секретных данных о спецоперации враждебным государством. После чрезвычайного происшествия с поваром также будет проверена вся семья известного артиста. В эти минуты во многих городах Российской Федерации начинается коллективная молитва об выздоровлении министра обороны Российской Федерации и заместителя комитета Андрея Белоусова, который уже больше недели находится в критическом состоянии здоровья. Андрей Ремович Белоусов серьезно пострадал несколько дней назад в результате взрыва в одном из филиалов антикоррупционного комитета. К сожалению, вчера вечером Андрей Белоусов перенес клиническую смерть и на короткое время впал в кому. К счастью, лечащим врачам удалось привести в сознание Андрея Белоусова, однако его состояние здоровья по-прежнему остается критическим. Отметим, что с появлением на посту Андрея Белоусова комитет Никиты Михалкова заработал с новой силой, а у россиян появилась надежда на справедливость. Благодаря огромной энергии, добросовестности и патриотизму Андрея Ремовича Белоусова называют народным министром. Все желающие могут присоединиться к коллективной молитве и поддержать Андрея Белоусова в тяжелый момент. Еще одно печальное событие теперь уже в мире российского шоу-бизнеса и культуры. В возрасте 72 лет ушел из жизни заслуженный артист России, актер кино и сериалов Михаил Левченко. На счету артиста десятки ролей в фильмах и сериалах, самые известные из которых фильмы «Переговорщик», «Доченьки», «Чужая стая», «Морской патруль», «Слово пацана» и «Мосгаз». Известного российского актера Сергея Бодрова, которого нашли еще прошлым летом в результате спасательной операции, впервые привезли в офис антикоррупционного комитета и показали, как происходит работа организации. Благодаря усилиям лечащих врачей Сергей Сергеевич
практически полностью вернулся к нормальной жизни. По словам главы комитета Никиты Михалкова, в скором времени Сергей Бодров будет выписан из медицинской клиники и наконец-то сможет воссоединиться со своей семьей, отцом и матерью. Очень приятная новость о сотруднике комитета, известном артисте Александре Балуеве. Александр Николаевич полностью восстановился после тяжелой болезни и ранений, которые он получил больше месяца назад во время проверки в городе Саранске. Уже через несколько дней Александр Балуев сможет вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей. Большая трагедия в семье известного певца Ярослава Дронова, больше известного под именем Шаман. Сегодня утром в Москве на Веденеевском кладбище простились с первой супругой певца Шамана Марией Стародубцевой, которая трагически погибла несколько дней назад. Однако в семье известного артиста есть и другая драма. До сих пор не найдена дочь певца Шамана, которая пропала 6 дней назад. Дочь певца Шамана ушла в музыкальную школу, однако в положенное время не вернулась с занятий. К сожалению, криминальные эксперты считают, что произошла трагедия, ведь уже 6 дней дочь певца Шамана не выходит на связь. Однако команда Никиты Михалкова поддерживает Ярослава Дронова и продолжает поиски. Накануне вечером в Санкт-Петербурге трагически погиб известный певец 90-х годов, эстрадный исполнитель Рустем Аубакиров. Артист погиб трагически, утонул. Точная причина трагедии и обстоятельства дела пока уточняется. Артисту было 52 года. Сегодня дни рождения у двух известных публичных личностей – известного актера Константина Хабенского и телеведущего Андрея Малахова. Константину Юрьевичу и Андрею Николаевичу исполняется 52 года, они ровесники. По-прежнему тяжелым остается состояние здоровья сына Руслана Байсарова и Кристины Арбакайте Дэни Байсарова, а также дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизаветы Галкиной. Напомним, что еще 4 дня назад Дэни Байсаров и Елизавета Галкина в связи с неэффективностью лечения были отключены от аппаратов жизнедеятельности. Как заявляют лечащие врачи, в данной ситуации может помочь только людская молитва. После долгого перерыва в связи с тяжелым заболеванием в антикоррупционный комитет вернулся их сотрудник, известный актер Владимир Вдовиченков, который работал в организации с самого начала. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.